В самой сухой пустыне планеты кто-то оставил послание, которое невозможно прочитать с Земли. Чтобы увидеть его, нужно подняться на высоту птичьего полета. Но у тех, кто его создал, не было ни самолетов, ни воздушных шаров. 200 квадратных километров перуанской пустыни исчерчены линиями, фигурами и рисунками такого масштаба, что их истинный смысл человечество не может разгадать уже больше 100 лет. Это плато Наска, и то, что здесь происходило 2000 лет назад, не укладывается ни в одну официальную версию истории. Когда испанские конкистадоры впервые прошли через эту пустыню в XVI веке, они не заметили ничего особенного. Педро Сьеса де Леон в 1553 году упомянул странные следы на земле и решил, что это просто дорожные указатели. Представьте себе иронию. Человек прошел по величайшему посланию древности и принял его за тропинку. 350 лет эти рисунки лежали у всех под ногами, и никто не подозревал об их существовании. Все изменилось в 1927 году, когда перуанский археолог Торибио Мехия Хиссепе поднялся на окрестные холмы и заметил внизу странные борозды, складывающиеся в геометрические узоры. Но настоящий шок наступил позже, когда в 30-х годах пилоты коммерческих рейсов начали летать над Пампой и увидели то, что с Земли разглядеть невозможно. Под крыльями их самолетов расстилалась гигантская галерея, колибри длиной в 96 метров, обезьяна с закрученным хвостом на 84 метра, паук, кондор, кит и десятки других фигур. Идеально прямые линии тянулись на километры, пересекая холмы и овраги, не отклоняясь ни на градус. Самая длинная из них растянулась почти на 50 километров. Это больше, чем марафонская дистанция, прочерченная по камню с точностью лазерного луча. Всего в каталоге на тот момент насчитывалось 800 прямых линий, более 300 геометрических фигур и около 70 изображений животных, растений и людей. Профессор Пол Косак из университета Лонг-Айленда прилетел сюда в 1939 году изучать древние ирригационные каналы, а вместо этого обнаружил нечто совершенно иное. Он нанял маленький самолет для опыления полей, поднялся в воздух и увидел сотни линий и фигур, расчерчивших пустыню. Косак вспоминал, как попросил пилота лететь вдоль одной линии и с изумлением обнаружил, что она заканчивается контуром птицы. Он назвал это место самой большой книгой по астрономии в мире, и эта фраза облетела все газеты. 22 июня 1941 года Косак стоял у основания одной из линий после целого дня работы и поднял глаза. Солнце садилось точно по направлению линии, а этот день был днем зимнего солнцестояния в южном полушарии. Это совпадение превратило научное любопытство Косака в настоящую одержимость. Если вы сейчас смотрите этот ролик и вам интересна история древних цивилизаций, подпишитесь на канал, потому что дальше факты становятся только страннее. Вслед за Косаком в пустыню приехала женщина, которая посвятит линиям Наска всю свою жизнь, буквально до последнего вздоха. Немецкий математик Мария Райхе прибыла в Перу как переводчица, но когда увидела геоглифы, забыла обо всем остальном. Она поселилась в маленьком домике на краю пустыни и следующие 40 лет провела, замеряя, фотографируя и защищая линии от разрушения. Райхе была убеждена, что перед ней гигантский астрономический календарь, где каждая фигура связана с движением звезд и сменой сезонов. Она описывала пропорции рисунков как совершенные и доказывала, что создатели использовали точные единицы измерения и шнуры для разметки. Однако в 1967 году американский астрофизик Джеральд Хокинс проверил ее теорию с помощью компьютера и не нашел значимых совпадений между линиями и положением небесных тел. Астрономическая гипотеза рассыпалась, но загадка от этого только стала глубже. Давайте разберемся, что мы точно знаем о создателях этих рисунков, прежде чем нырять в гипотезы. Народ Наска жил на южном побережье Перу примерно с 200 года до нашей эры по 600 год нашей эры. По оценкам антропологов, на пике своего развития они насчитывали не более 25 тысяч человек. У них не было единого государства, скорее союз вождеств, которые объединялись ради торговли и ритуалов. Но при этом Наска создали одну из самых изысканных керамических традиций в доколумбовой Америке. Их сосуды расписаны десятками цветов, что было немыслимо для большинства древних культур. Они также практиковали искусственную деформацию черепов,
удлиняя головы младенцев с помощью специальных повязок, что считалось признаком знатности. Их столицей был церемониальный центр Каучи, расположенный всего в 28 километрах от знаменитых линий. Это комплекс из 40 пирамидальных сооружений из необожженного кирпича, покрывающий площадь в 145 гектаров. Здесь не жили постоянно. Сюда приходили на паломничество, как в огромный храм под открытым небом. При раскопках в Каучи нашли так называемые головы-трофеи – человеческие черепа с отверстием во лбу, через которое продевался шнур для ношения. Наска верили, что отрубленная голова врага несет в себе духовную силу, и использовали эти жуткие артефакты в ритуалах плодородия. И вот что заставляет задуматься. Керамика и ткани, найденные в Каучи, украшены теми же самыми фигурами, что нарисованы в пустыне. Те же колибри, те же пауки, те же обезьяны смотрят на нас с глиняных сосудов и тканых полотен. Значит, геоглифы были частью единой символической системы, которая пронизывала всю культуру Наска. Напишите в комментариях, из какой вы страны, и видели ли вы когда-нибудь что-то подобное линиям Наска у себя на родине. Теперь о технологии, и здесь начинается самое интересное. Рисунки были созданы обманчиво простым способом. Люди снимали верхний слой темных камней, покрытых оксидом железа, и обнажали светлую глинистую почву под ними. Глубина борозд всего 10-15 сантиметров, а снятые камни аккуратно складывали по краям линий. Звучит несложно, пока не вспомнишь масштаб. Общая длина всех линий превышает 1300 километров. Это расстояние от Москвы до Сочи, прочерченное в камне руками людей, у которых не было металлических инструментов. Фигура птицы, самая большая на плато, достигает 300 метров в длину. Это длиннее 3 футбольных полей, поставленных в ряд. Обезьяна занимает площадь, сопоставимую с городским кварталом, и при этом ее хвост закручен в идеальную спираль. Климат пустыни сохранил все это до наших дней. Здесь выпадает менее 25 мм осадков в год, а горячий воздух у поверхности практически не создает ветра. Почва содержит высокий процент извести, которая с утренней влагой затвердевает и создает защитный панцирь. Природа сама законсервировала послание для тех, кто сможет подняться достаточно высоко, чтобы его прочитать. Но как люди без авиации могли спроектировать рисунок, который виден только с воздуха? Ученые нашли ответ в самих линиях. Многие фигуры нарисованы одной непрерывной линией, словно художник ни разу не оторвал карандаш от бумаги. Это означает, что создатели сначала делали маленький эскиз, потом с помощью сетки и веревок переносили его на землю в увеличенном масштабе. Деревянные колышки, найденные на концах некоторых линий, подтверждают эту теорию. Но вот что странно. Зачем тратить столько усилий на рисунок, который ты сам никогда не увидишь целиком? Официальная наука предлагает несколько версий, и ни одна из них не объясняет все. Антрополог Йохан Рейнхард из Национального географического общества предложил экологическую гипотезу. В регионе, где дождь идет около 20 минут в год, вода была вопросом жизни и смерти. Рейнхард считал, что линии вели к местам, где проводились ритуалы вызывания дождя и плодородия. Его поддержал Энтони Авини, который обнаружил, что прямые линии и трапеции связаны с подземными водными источниками. Не для того, чтобы найти воду, а чтобы проводить церемонии рядом с ней. Трапецоидные площадки были достаточно широкими, чтобы на них могли собираться сотни людей для процессий. Люди Наска шли по линиям как по священным дорогам, и каждая фигура животного на их пути была своего рода алтарем. Эта версия красива, но она не объясняет главного, почему рисунки были рассчитаны на взгляд сверху. Если линии служили дорогами для процессий, зачем придавать им форму колибри или обезьяны? Швейцарский писатель Эрих фон Деникен в 1968 году предложил самую скандальную гипотезу, назвав линии взлетно-посадочными полосами для кораблей-пришельцев. Его книга «Колесницы богов» стала мировым бестселлером, а фигура, прозванная астронавтом из-за сходства с человеком в скафандре, стала иконой поп-культуры. Мария Райхи, кстати, считала, что астронавт на самом деле изображает шамана, посредника между богами и людьми. Археологи справедливо указывают, что версия Деникина не выдерживает проверки фактами. На плато нет никаких следов посадок тяжелых объектов, нет оплавленных камней.
Нет обломков неизвестных материалов. Линии слишком неглубокие и мягкие, чтобы выдержать вес любого летательного аппарата. Но сама идея, что рисунки создавались для кого-то, кто смотрит сверху, не дает покоя исследователям до сих пор. Любопытно, что в соседней Колумбии, в Музее золота в Боготе, хранятся золотые фигурки индейцев культуры Кимбая, которым больше 1000 лет. Официально это стилизованные птицы или рыбы, но авиаконструкторы, глядя на них, видят совсем другое. Вертикальный киль на хвосте, дельтовидные крылья, обтекаемый фюзеляж. В 1996 году немецкие авиамоделисты Петер Белтинг и Конрад Люберс построили увеличенные копии этих фигурок, поставили на них моторы, и золотые птицы полетели идеально. Индейцы, жившие по соседству с Назка, отливали из золота то, что видели в небе, а народ Назка рисовал на земле послания для тех, кто в этом небе находился. А теперь посмотрим на то, что обычно упускают из виду. Инженерное чудо, спрятанное под песком рядом с линиями. Всего в 4 километрах от знаменитых геоглифов разбросаны каменные спирали, уходящие на глубину 10-15 метров. Это входы в Пукиос, подземные акведуки, которые народ Назка построил где-то между 3 и 5 веком нашей эры. Система гениальна. Горизонтальные тоннели перехватывают подземные воды, идущие с гор, и направляют их на поля. Спиральные входы работают как воронки для ветра, который проталкивает воду по каналам и не дает ей застаиваться. В 21 веке 43 таких акведука все еще функционируют и снабжают водой фермеров в регионе Назка. 2000 лет, и система работает без единого ремонта. Вот вам уровень инженерной мысли этого народа. По технологии Пукиос напоминают персидские канаты, подземные акведуки Ирана, но между этими цивилизациями были 1000 километров океана. Либо инженерный гений человечества одинаково решает одинаковые задачи в разных точках планеты, либо между этими культурами существовал контакт, о котором мы ничего не знаем. Итальянские ученые Роза Сапонара и Никола Мазини исследовали Пукиос с помощью спутниковых снимков и обнаружили, что изначально система была гораздо обширнее. Народ, который построил такую ирригационную сеть, очевидно, мыслил масштабно и на столетия вперед. Как вы думаете, могла ли цивилизация с таким уровнем инженерии обладать знаниями, о которых мы даже не подозреваем? Именно этот вопрос заставил японского археолога Масато Сакаи из университета Ямагата посвятить линиям Назка 20 лет жизни. В 2024 году его команда совместно с инженерами исследовательского центра IBM применила искусственный интеллект для сканирования всей пустыни. Результат потряс научный мир. За 6 месяцев компьютер обнаружил 303 новых геоглифа. Для сравнения, за предыдущие 100 лет исследований было найдено 430 фигур. Искусственный интеллект почти удвоил каталог находок за полгода, потому что его зрение в 20 раз чувствительнее человеческого. Среди новых рисунков оказались изображения людей, лам, птиц, кошек и отрубленных голов. Самой жуткой находкой стала фигура касатки длиной в 22 метра, сжимающей в плавниках нож. На керамике периода Назка есть сцены, где касатки с ножами отрубают человеческие головы. Это было связано с ритуалами жертвоприношения. Но главное открытие касалось не отдельных фигур, а системы в целом. Сакаи обнаружил, что геоглифы делятся на 2 принципиально разных типа, и каждый тип выполнял свою функцию. Большие линейные фигуры, те самые знаменитые колибри и кондоры, расположены вдоль сети церемониальных дорог, ведущих к храму Кауачи. Они изображают в основном диких животных и, вероятно, служили ориентирами для паломников. Малые рельефные фигуры, которые и нашел искусственный интеллект, расположены вдоль пешеходных троп на расстоянии около 43 метров. Они изображают людей, домашних животных и отрубленные головы, то есть сцены из повседневной жизни и ритуалов. Получается, что пустыня Назка была не просто холстом, а целой коммуникационной сетью. Большие фигуры читались с высоты и служили для коллективных церемоний всего народа. Малые фигуры читались с земли и передавали информацию путникам словно дорожные знаки древнего мира. Но если все так логично, почему создатели позаботились о том, чтобы большие фигуры были видны именно сверху? Исследователи из Ямагаты полагают, что рисунки предназначались не для людей, а для богов.
Назка верили, что их божества обитают в небе и наблюдают за землей. Фигуры животных были подношениями, вырезанными в теле самой земли, чтобы боги могли увидеть их и послать дождь. Это объясняет масштаб. Послание для бога должно быть размером с целое поле. Но есть еще одна деталь, которая ломает эту красивую картину. Культура Пракас, предшественница Наска, оставила собственные геоглифы в провинции Пальпа, и они на 1000 лет старше. В 2018 году дроны обнаружили 25 таких рисунков, и среди них были изображения воинов, вырезанные на склонах холмов. Это значит, что традиция гигантских рисунков в пустыне не возникла внезапно. Она развивалась минимум 1500 лет, постепенно усложняясь и меняя назначение. От простых воинов на склонах до космических по масштабу фигур на плоской пампе. И после Наска традиция не исчезла. Севернее, на побережье, культура Чинча оставила собственные геоглифы. Мы видим не одинокий памятник, а целую цепь цивилизаций, которые тысячелетиями общались с кем-то через рисунки на земле. Вопрос в том, с кем именно они разговаривали и получали ли когда-нибудь ответ. Самое тревожное в истории Наска не загадка линий, а то, как эта цивилизация закончилась. Около 400 года нашей эры Кауачи был заброшен, а вскоре и вся культура Наска пришла в упадок. Климатологи установили, что в этот период регион вошел в многовековую фазу экстремальной засухи. Ученые обнаружили, что Наска сами ускорили свою гибель. Они массово вырубали деревья у Аранова, чтобы расчистить землю под посевы. Без корней деревьев почва потеряла защиту, и когда пришли редкие, но мощные наводнения, связанные с Эль-Ниньо, вода смыла плодородный слой до голого камня. Народ, который умел добывать воду из-под земли и просить дождь у богов через километровые рисунки, не смог пережить того, что небо замолчало. Пукиос пересохли, урожаи погибли, и 25 тысяч человек растворились в истории. После них остались только борозды в камне и система акведуков, которая пережила своих создателей на 1500 лет. А еще остались мумии. На кладбище Чаучилья в нескольких километрах от линий сохранились тела знатных людей Наска в их оригинальных гробницах. Сухой климат законсервировал ткани, кожу и волосы настолько хорошо, что эти люди выглядят так, будто уснули вчера. Грабители десятилетиями разоряли могилы, вытаскивая золотые украшения и оставляя кости на поверхности. Только в 90-х годах перуанское правительство взяло кладбище под охрану и вернуло часть останков на место. В декабре 2014 года активисты Greenpeace разложили транспарант прямо внутри одного из геоглифов, повредив древнюю поверхность. Панамериканское шоссе уже разрезало фигуру ящерицы надвое. В 2012 году сквоттеры заняли часть территории и пустили свиней пастись на древних линиях. Мы теряем это послание быстрее, чем успеваем его расшифровать. ЮНЕСКО внесло линии в список всемирного наследия в 1994 году, но охранять 450 квадратных километров пустыни от человеческой глупости оказалось задачей потруднее, чем расшифровать геоглифы. В 2020 году на склоне холма нашли ранее неизвестную фигуру кошки длиной более 36 метров. Она была настолько стерта временем, что заметить ее удалось только при реставрации смотровой площадки. Искусственный интеллект Сакаи оценивает, что в пустыне скрыто еще не менее 250 необследованных геоглифов. Каждый из них может содержать ключ к пониманию всей системы, и каждый может быть уничтожен одним неосторожным бульдозером. Линии Наска ставят перед нами вопрос, который выходит далеко за пределы археологии. Цивилизация, насчитывавшая меньше людей, чем маленький современный городок, создала систему коммуникации площадью в 450 квадратных километров. Они разговаривали с землей, с водой и с небом одновременно, и делали это настолько убедительно, что мы слышим их голос спустя 2000 лет. Мы с нашими спутниками и дронами только начинаем разбирать их почерк. Может быть, линии Наска — это не загадка прошлого, а тест для будущего, и разгадка придет только тогда, когда мы научимся слушать Землю так же внимательно, как те, кто расчертил ее от горизонта до горизонта.